чем смысл жизни, учитель? Расскажи. Тебе вроде что-то сказали, но что сказали, как бы непонятно. Да, то есть, как бы, неудобно вроде как бы переспрашивать и настаивать. Получил ответ единичный. Хочется двигаться, но они как будто к чему-то привязаны. И не понимают, к чему они привязаны и как двигаться вперед. И чё, скажет зритель. Да, то есть, как бы, и будет прав. Потому что это мало что объясняет само по себе. В чем конкретно моя роль в общем смысле жизни? Так получается, что в последнее время я стал обращать внимание на истории, в которых различным учителям, можно так сказать, да, проводникам, духовным наставникам, ну, во всяком случае, достаточно популярным, кого можно увидеть на просторах интернета, ученики задают вопрос о смысле жизни. То есть, в чем смысл жизни, учитель? Расскажи. И ответы эти, как мне кажется, получаются достаточно странными. Странными в том смысле, что непонятно, что с ними делать. То есть, если поставить себя на место спрашивающего, то тебе вроде что-то сказали, но что сказали, как бы непонятно. Да? То есть, как бы неудобно вроде как бы переспрашивать и настаивать. Получил ответ иди учи. Да? То есть, а что, как бы, что тебе сказали, как бы фиг и разбери, одним словом. И таких историй сколько-то накопилось, и мне захотелось порассуждать на эту тему. Когда вообще, в принципе, спрашивают и задают таким вопросом, в чем смысл жизни, часто такой вопрос адресуют кому-то старшему. Наверное, дети родителям такой вопрос адресуют. Или ученики учителям. Иногда мы задаем такие вопросы друг другу. По-товарищески. Да, в быту. Но в чем здесь проблема? Проблема здесь не в учителях или духовных наставниках, и не в том, что они рассказывают. Проблема, кажется, в том, что... Точнее, как сформулирован этот вопрос. В чем смысл жизни? И если копнуть поглубже, то получается, что непонятно, о чем вопрос вообще-то. О чем спрашивает спрашивающий, чего он хочет узнать. В чем смысл конкретно его жизни? Или, может быть, в чем смысл жизни конкретного отвечающего, учителя? Или, может быть, в чем смысл жизни какой-то общности, да, то есть, как бы населения, там, планеты, людей, которые в нем живет? Или всей жизни, которая на планете находится, всех форм жизни, там, животных, птиц, людей? Или, может быть, в чем смысл жизни в такой планетарной системе, как наша Солнечная система, да? Или, может быть, в чем смысл жизни нашей галактики, самой галактики или Вселенной? О чем вопрос? Из-за того, что непонятно, о чем вопрос, да, ну, спрашивающий, скорее всего, имеет в виду, конечно, в чем смысл конкретно его жизни. Вот. Но ответ он часто от различных мастеров, гуру там, и наставников получает достаточно абстрактно. И в широком смысле. И поэтому здесь, как бы, получается, не сходится. Тут, кажется, дело в том, что правильнее было бы перефразировать этот вопрос, ну, с точки зрения задающего этот вопрос. В чем конкретно моя роль в общем смысле жизни? Если вопрос формулировать таким образом, то многое становится на свои места. И тогда наивно ждать в таком ключе от учителя или от кого-то старшего ответ, которого хотелось бы услышать. Потому что, скорее всего, ответом будет «я не знаю». Тут все дело в том, что задавать такой вопрос другому человеку, это очень похоже на то, как спросить у другого человека, а какое мое самое любимое блюдо? Или какой мой самый любимый цвет? Может быть, ты не подскажешь мне, какая моя самая любимая музыка? Ну, в таком случае, скорее всего, можно услышать ответ «я не знаю». Это твое дело. Да, наверное, тебе виднее. А ты, наверное, должен лучше разбираться в том, что конкретно тебе нравится. Поэтому, если вопрос формулировать таким образом, в чем конкретно моя роль в общем смысле жизни, то мы получаем от другого человека ответ «я не знаю». Это приводит нас к мысли о том, что в своем собственном смысле жизни нужно разбираться самому. И вряд ли нам кто-то в этом, ну, прям так подскажет, там, в таком ключе, прям, чтобы там конкретно ответил, что вот там первый, второй, третий, четвертый, там, 50-й, там, 150-й и так далее. Вот в этом как бы смысл конкретно твоего участия в общем смысле жизни. Я предлагаю порассуждать на эту тему, но пойти в некотором смысле от общего к частному. В данном случае
от общего к частному, это значит от смысла жизни вообще к смыслу жизни, к роли возможной какого-то конкретного индивида, который может интересоваться, соответственно, этой темой и своей ролью, своим участием в общей картине, в целом общем. И здесь следует заметить, что, в принципе, у галактики, да, есть свой жизненный цикл, скорее всего. Очень сложно заглянуть так далеко, но так или иначе, скорее всего, он есть. Во всяком случае, у Солнечной системы, да, у планетарной системы со звездой в середине, вокруг которой крутится планета, в частности, нашей Солнечной системы, есть свой жизненный цикл. И я думаю, что никто не будет сильно удивлен или как-то возражать мысли, ну, во всяком случае, в сегодняшних реалиях и понимании вообще, в принципе, как все работает, общепринятый, что был момент, когда Солнечной системы не было. И что настанет момент, когда Солнечной системы не будет. И был момент, когда не было нашего Солнца, и будет момент, когда его не станет. И был момент, когда не было нашей планеты, и однажды наступит момент, когда нашей планеты тоже не станет. Потому что у всего этого есть свой жизненный цикл и свой смысл жизни. Все это живет с каким-то смыслом для чего-то. Соответственно, спускаясь как бы дальше к частному, можно говорить о том, что есть смысл жизни различных общностей, и в том числе всего живого на планете вроде нашей, и в частности у каждого конкретного индивида своя роль в общем смысле жизни. Соответственно, движение по этому пути, оно чисто философское. И во многом похоже на игру судоку, в которой, как известно, нужно выстраивать цифры таким образом, чтобы они не противоречили друг другу. Соответственно, сама логика игры в такую головоломку заключается в том, что нужно пробовать разные варианты, находить те, которые больше подходят, да, и те, которые меньше подходят, и выбирать то, что ближе. Потом опять пробовать. Соответственно, таким путем проб и ошибок идти то вперед, то немножко назад. Да? Соответственно, в какой-то момент дошел до противоречия, катился назад, соответственно, попробовал что-то другое, двинулся вперед. Так, в принципе, на текущий момент устроено современное научное знание. Наука знает много моделей, которые были построены чисто гипотетически, и со временем были заменены на более актуальные. И, соответственно, как недействительные. Но это не мешало этим моделям в свое время двигать науку, совершать открытия, находить практические какие-то применения этим моделям, да, и для современников объяснять те или иные какие-то физические явления, например. Да? Но время шло, что-то входило в противоречие с актуальными открытиями, и иногда приходилось отмотать немножко назад, да, и поискать что-то заново, как бы предложить какие-то новые варианты и поискать дальше, что двигаться вперед. Так и на этом пути рассуждения о смысле жизни есть смысл двигаться таким образом. Пробовать какие-то варианты возможных развития события, умозрительно ставить эксперимент, а что было бы если, и, соответственно, то, что ближе или что дальше, как бы таким образом выбирать и двигаться по этому пути. Еще раз. Путь чисто философский и не предполагает никакого физического подтверждения или доказательной какой-то базы, и он исключительно построен на рассуждениях и умозрительных заключениях. Основной критерий, соответственно, в такой работе – это поиск противоречий. Если противоречие найдено, значит, надо отойти назад, чтобы двигаться вперед. Если противоречий нет, то можно как бы двигаться просто вперед, пока не будет найдено противоречие. Поэтому, если кто-то найдет какие-то противоречия, да, то есть как бы это скорее хорошо, чем плохо, потому что это такой эволюционный этап развития мысли и, соответственно, в рассуждениях на такую или подобные философские темы. Кому может быть полезен такой материал? Наверное, если в вашей жизни все хорошо, в том плане, что жизнь вас устраивает, и вы получаете от нее удовольствие, в принципе, чувствуете себя радостным, счастливым, бодрым, здоровым и так далее и тому подобное, скорее всего, этот материал не для вас. Но есть другая категория людей, которые, возможно, чувствуют, что они подзастряли, что им нужно принять какое-то решение, но они не понимают, какое. Им нужно что-то вспомнить, но они никак не могут. Им хочется двигаться, но они как будто к чему-то привязаны.
и не понимают, к чему они привязаны и как двигаться вперед. Или, возможно, могло случиться так, что к такому человеку по какой-то причине обращаются другие люди с подобными вопросами. И начинают ему их задавать. Спрашивать, а в чем смысл жизни? Или подобные философские вопросы. Как поступать, как делать, а почему так, а почему это? А как связано то с этим? Или еще какие-то разные вопросы. И такой человек может в какой-то момент и подрастеряться, и не знать, что ответить. И чтобы так устроена уже чисто наша какая-то сущность человеческая, да, мы постараемся помочь и ответить так, как придет в голову. И может так оказаться, да, что здесь таким людям тоже нужна определенная почва под ногами и, возможно, на что-то опереться. Соответственно, в рамках этого рассуждения, возможно, кто-то сможет для себя такую основу создать. Или взять какие-то идеи на вооружение, или вообще, в принципе, обратить свое внимание на то, куда, в принципе, может распространяться мысль, о чем можно подумать, помедитировать, порассуждать и, соответственно, найти, возможно, какие-то свои ответы, которые будут ближе к конкретному человеку. Соответственно, если мои рассуждения подтолкнут кого-то на пути самостоятельного поиска своего пути, подтолкнут сделать свой выбор на этом жизненном пути и избавиться от этого от ощущения застревания, начать двигаться дальше, и вы перестать, скажем так, бесконечно толочься в предбаннике, я буду считать, что все, что я сделал по этой теме, я сделал не зря. Но с чего начать? Мне кажется, что есть смысл начать с некой основы основ. Основа основ такая, скажем, базовая концепция всего. Многие философы задавались по вопросу базовой концепции всего. И, возможно, у каждого она своя. Такая же базовая концепция всего есть, в частности, у меня. Я хотел бы ей поделиться. Возможно, для кого-то она покажется близкой, а для кого-то не покажется таковой. И я, соответственно, не предлагаю, не прошу принимать ее как истину в последней инстанции. Это всего лишь гипотетическая модель, которая в моем судоку не находит противоречий многим жизненным обстоятельствам и фактам, которые я потом на нее накладываю в своих рассуждениях. И, соответственно, мне она представляется, по крайней мере, на текущий момент, рабочей. И если бы меня спросили о смысле жизни, или бы меня спросили о философском аспекте этого большого вопроса, или практического применения этого вопроса где-то в жизни, то, скорее всего, чтобы дать какое-то внятное свое представление, чтобы его как-то объяснить, вначале пришлось бы как-то донести промежуточный материал в виде базовой концепции всего. Потому что без передачи такого образа, который у меня лежит, конкретно у меня лежит в основе, все остальное, все остальные объяснения будут казаться нелепыми, абстрактными и ничего не значащими, как я обратил внимание в самом начале этого разговора. Например, если бы у меня сейчас бы спросили без объяснения промежуточного материала, в чем смысл жизни вообще, то самый короткий ответ, он заключается в познании. И все. И чё? Скажет зритель. Да, то есть, и будет прав. Потому что это мало что объясняет само по себе. Мало что объясняет, что по себе, без промежуточного материала. И, соответственно, об этом промежуточном материале в виде базовой концепции всего мы поговорим дальше.